Джирайя может смотреть бесконечно только на две вещи, на сиськи. А мне ночью аниме снилось. И там персонажи говорили квадратиками. Потому что у меня нет японских шрифтов. Пора лечиться, да. Научил одного своего приятеля ругаться матом по-японски. Естественно, я его научил словам ня и кавай, теперь еле сдерживаюсь, чтобы не заржать, когда он произносит «Ты чё обурел, ня?». Ее зовут Йоби. Бабушка вошла в комнату, как раз когда парень с чувством звал героиню «Йоби». «Йоби!» Приходит чел аниме покупать. Продавец ему советует. Есть чистая романтика, тиран, который влюбился, тоже есть просто бессюжетный яой. Что вы мне про голубых все подсовываете? Дайте хоть про джей-рокеров. Они хоть только притворяются. Про джей-рокеров. Gravitation. Разговариваю с другом по телефону, он смотрит аниме. Я совершенно на автомате говорю ему. Сделай погромче, я сабов не слышу. На воротах деревни звука как будто повесил табличку. Осторожно, Орочимару. Через неделю у таблички нашли подпись, а я и так осторожен. Орочимару. Разговаривают двое. Вы не посоветуете мне аниме? Советую тебе аниме. В чат вошел человек с ником Судзумия. Я спрашиваю, сколько лет, как зовут. И тут читаю ответ. 22 года, Алексей. Штирлиц сидел на кухне и бил во все сковородки. Джей-рокер, догадался Мюллер. Зера говорит Юки и Канами. Вы меня не злите, у меня чуть что башню сносит. Я сразу за ствол хватаюсь. Охота вам потом меня от дерева отрывать. 10 стадий атакуизма. Что такое аниме? Так эти клевые мультики есть аниме. Ну, какие анимешки достал. Сейчас их вместе посмотрим. О, новый сезон. Дубляж, только субтитры. Тонкая игра с Сан и Кун в переводе совсем не передана. Какой перевод? Что я, японского не понимаю. А чего его смотреть? И так вокруг одно аниме. Синдзе, уроки выучил. В последнее время читал исторические книги и смотрел аниме. В итоге, сегодня приснилось, как Сталин приказал помешать переговорам Гитлера и Орочимару. Мама, а можно я Сейлор Фуку в школу одену? Нет, нельзя. Мама, а можно я тогда накрашусь и в сережках с покемонами пойду? Нет, сынок, будешь ходить в школу, как остальные мальчики. Любимая фраза Лайта «Я зла не помню» приходится записывать. Ой, не яой меня, не яой меня, не, моего коня. Бабушка, почему у тебя такие большие глаза? Потому что это манга, внученька. А почему у тебя? Потому что это хентайная манга, внученька. Знаете ли, какое имя самое анимешное? Костян. Приходит чел аниме покупать и просит посоветовать что. А продавец ему говорит, берите аниме, где много девочек. Разве я похож на того, кому это надо? Ну тогда, где много мальчиков. Разве я похож на того, кому это надо? А что вам надо? Ну, у вас есть мой сосед Тотора. Зоофил, извращенец. Пора завязывать с аниме. Неделю назад отключили воду, а я только сейчас это заметил. Есть профессии, которые противопоказаны анимешникам. Авиаконструктор. Самолет, превращающийся в боевого робота. Это слишком. Пилот. А то самолет не должен, но превратиться. Генетик. Людям не нужны кошачьи ушки и хвостик. Глазной хирург. Глаз на четверть лица – это слишком. Учитель – разрушать стены и совращать учеников – это слишком. Спортсмен – скорости и удары, как в аниме, это слишком. Каскадер – произносить при каждом ударе название приемов или дзюцу – это слишком. Почему у многих анимешников не бывает подружек? Она слышала, как ты обсуждал с друзьями атаку свои истинные чувства к вайфу. Она неожиданно заходит, когда ты смотришь эти, и не верит твоим словам, что это просто такое искусство. Запереться на все выходные с гаремником и упаковкой салфеток не лучший способ познакомиться с девушкой. Ей не кажется, что она будет выглядеть очень мило в школьной форме. Или если она покрасит волосы в зеленый цвет. Ей не нравится, что ты бормочешь что-то на японском во сне. Обнимаешь Дакимакуру, а не ее. После того, как ты потратил все свои карманные деньги за 5 лет вперед на фигурки, тебе не на что водить девушку по ресторанам.
Каждый раз, когда ты называешь ее именем вайфу, она дает тебе пощечину. Постер с вайфу на потолке прямо над твоей кроватью. Кипы манги занимают четверть твоей комнаты, так что ей негде сесть. Потому что еще четверть комнаты занимают анимешные фигурки, а оставшееся место кровать и телевизор. Почему у девушек Отаку не бывает парней? Только наденешь японскую школьную форму, все сразу разбегаются. Тратишь все деньги на аниме, и ничего не остается на макияж, украшения, одежду и мыло. Почему-то больше всего тебе нравятся совсем нерешительные парни. Он не понимает, почему у тебя в комнате висит постер Ранмой, но ведь Ранма парень. Только попросишь называть тебя в постели Аюкавой, а он уже за границу сматывается. Даешь ему пощечину и говоришь, чтобы уходил навсегда, а он так и делает. Самые красивые парни почему-то йойщики. Ты слишком много смотришь аниме, если называешь свой автомобиль «Мои мобильные доспехи» или «Ева». Мужественно обсуждаешь с другим Отаку, оба мужского пола, как трудно передать женственность, переодеваясь в костюм Сейлор Воина на косплее. И проблемы ходьбы на высоких каблуках. Твои дети, после первого дня, проведенного в школе, начинают спрашивать тебя, почему их зовут Усаги и Мамору. Кто-нибудь говорит, что он подарит тебе большой подарок, и твоя реакция «Ух ты!». Наконец, у меня будет собственный меха. Когда ты в задумчивости, твои глаза начинают мерцать, а волосы развиваться, даже если нет ветра. Мечтаешь, чтобы процедура утреннего одевания была бы столь же захватывающей, как процесс превращения героини аниме. Мучительно обнаруживаешь, что рухнуть на пол в ответ на чье-то глупое замечание довольно-таки больно. Твой плейлист забит остами из аниме. Когда видишь обнаженную женщину, у тебя из носа идет кровь. Вместо маленький начинаешь говорить чиби, например, в Макдональдсе мне чиби-колу. В твоих эротических снах начинают появляться девочки в школьной форме, за которыми гоняются монстры с щупальцами. Видишь на улице кого-нибудь с зелеными или оранжевыми волосами, и ни капельки не удивляешься. Более того, начинаешь задумываться, а почему это у всех твоих знакомых волосы почти одного и того же цвета, коричневого разных оттенков. Начинаешь письмо с Коничева и заканчиваешь Ямато. Или Матане. С нетерпением ждешь очередного просмотра. Слушаешь этот список и понимаешь, о чем идет речь. Отправляешься к пластическому хирургу и просишь сделать свои глаза размером в треть лица. Обсуждаешь смысл и технические подробности трансформации мехи. В школе пробуешь носить школьную форму, разумеется, японскую, даже если этого в школе не требуется. Понимаешь сюжет Евангелиона. Понимаешь, что самые красивые девушки с кроличьими, кошачьими ушами или хвостами. Встаешь в субботу в 7 утра, чтобы смотреть аниме. Твои родители, семья, друзья уже не издеваются, когда видят, что ты смотришь мультики. Коллекционируешь нижнее женское белье. Проезжаешь 1000 километров, чтобы попасть на аниме-конвенцию. Считаешь, что твой автомобиль может превращаться в гигантского робота и объединяться с другими для создания еще большего робота. Смотришь соревнования по боевым искусствам и думаешь, это туфта, они не выкрикивают названия своих ударов. Видишь кого-то с голубыми волосами рядом с блондинкой и думаешь, а блондинка наверняка крашеная. Смотришь художественный фильм и думаешь, какая, однако, качественная анимация. Все прям как настоящая. Удивляешься, почему эти звуковые эффекты не возникают в реальном мире. Своего любимого персонажа готов защищать не на жизнь, а на смерть. Мечта всей жизни – стать аниме, манго-художником, сценаристом, режиссером, композитором или актером. Любимое занятие – ехать на машине, открыв окна нараспашку, и слушать вступление к Еве на полной громкости, шокируя окружающих. Заканчиваешь разговор глупыми жестами и фразой «Я несу возмездие во имя Луны». Безо всякого повода. Больше не смотришь художественных фильмов, начинаешь сравнивать людей с героями аниме, прикидывая, как их нарисовать. Твое внимание привлекает любое слово, начинающееся на и имеющее Н и М. На других водителей ругаешься по-японски. В разговоре об идеальном мужчине, женщине прикидываешь, как сказать людям, что в твоем случае это персонаж из мультика. Все время в сети разыси киваешь материалы по аниме, все закладки в браузере связаны с аниме и на обоих картинка аниме. Величайшая мечта – кукла Рей Аянами в натуральную величину. Пытаешься шокировать своего друга фразой «Я видел все эпизоды», название любого длинного аниме-сериала. И тебе это удается. Более того, ты не только видел все эпизоды, но и записал их. Отправляешься к портному и говоришь, что заплатишь любую цену за плащ, который красиво развивается, даже если нет ветра, и который никогда не мнется, не рвется и тому подобное. Отправляешься в отпуск в Токио и удивлен тем фактом, что за время твоего присутствия его ни разу не уничтожили.
Основное чтение – фанфики. Решаешь прочесть все существующие фанфики про любимое аниме. Внезапно обнаруживаешь себя пишущим фанфик. Звонишь по телефону 555 12 12, служба помощи богинь, и надеешься, что Скулт возьмет трубку.